Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим то самое печенье кукис. И из одного теста мы сделаем сразу 4 разных печенья. Делаются они очень просто, и самое интересное, что вы всегда можете делать самостоятельно новые вкусы из одного теста. Не забудьте подписаться на мой канал, а подробности я сейчас расскажу. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. И приготовление мы начинаем с теста. Оно у нас будет одно на все 4 вида печенья. Итак, холодное сливочное масло мы взбиваем миксером на средних оборотах. Затем добавляем сахар коричневый и белый. Если у вас нет коричневого сахара, то замените его на белый. И снова продолжаем взбивать. Скорость мы не увеличиваем, всегда взбиваем на средних оборотах. И затем добавляем по одному яйцу. Одно яйцо добавили и снова взбили массу. И так поступаем с каждым яйцом. Если у вас нет миксера, то в принципе можно замесить это тесто руками. Единственное, у вас уйдет на это больше времени. Так как масло холодное, нам нужно работать очень быстро, для того, чтобы оно уж сильно не размягчилось. Последнее яйцо мы добавили, теперь отправляем в нашу мисочку ванильный сахар и снова все перемешиваем. Теперь смешиваем сухие ингредиенты. В муку добавляем разрыхлитель, соду и соль. И все перемешиваем. Теперь мы будем замешивать тесто лопаткой, частями добавляем муку и вмешиваем ее в наше тесто. Слишком много муки не добавляйте, сразу тем более муку не нужно добавлять. Вымешиваем постепенно для того, чтобы не потерять вот эту мягкую структуру нашего теста. Вот такое тесто должно получиться. Не пугайтесь, что оно очень мягкое, так и должно быть. Теперь нам нужно сделать первое печенье. У нас будет классическая начинка. В каждую начинку у нас идет 330 грамм теста. То есть мы разделили все тесто на 4 части по 330 грамм. В эту начинку мы добавляем измельченные орехи и белый шоколад. И все хорошо перемешиваем. Теперь нам необходимо будет сформировать шарики. Приблизительно у вас должно получиться из каждой начинки по 6 шариков. Я использую такую ложку для мороженого. Если ее нет, ничего страшного. Можете просто руками формировать шарики и выкладывать их на поверхность. Сразу подготовьте поднос или любую поверхность, которую вы будете отправлять в морозилку. У меня это такая подложка для торта. Выкладываем наши шарики и отставляем в сторону. Теперь мы переходим к следующей начинке. Это одна из моих самых любимых. Для этого мы будем использовать печенье Lotus Бисков. Это очень вкусное карамельное печенье. Его часто используют в начинке для макарон, для всевозможных десертов. И здесь это печенье будет очень кстати. Его мы ломаем просто руками, сильно измельчать в крошку не нужно. И все хорошо перемешиваем. Это печенье я буду формировать руками, потому что внутри у меня будет начинка. Здесь у меня просто шоколадная паста, но если у вас есть паста Бисков, поверьте, будет безумно вкусно. У меня ее нет, поэтому берем просто любую ореховую пасту, которая вам нравится. Если нет ореховой пасты, можете в начинку добавить просто шоколад или шоколадную пасту. Тут уже вы можете фантазировать, как вам нравится. Это лишь вариант еще одного печенья. Закрываем кусочком теста начинку и скручиваем вот такие вот шарики. Получается ничем не хуже, чем ложкой для мороженого. И снова выкладываем все на поднос. Я выкладываю все 4 вида печенья на один поднос. Теперь переходим к начинке брауни. Тоже берем 330 грамм теста, какао. Хорошо перемешиваем все. Это печенье получается более плотное за счет того, что мы добавили какао. Можете добавить его чуть меньше, будет тоже вкусно. Добавляем измельченный миндаль и шоколад. Шоколад можете брать любой, либо черный, либо молочный, какой вам больше нравится. Если вы добавите черный шоколад, то печенье будет очень-очень шоколадное. Если добавить молочный, то вкус получится более мягкий. Так что выбирайте, как вам больше нравится. Формировать можно опять же руками, либо ложкой для мороженого. Вот такая красота у нас получается. И теперь переходим к начинке Орео. Естественно, для этой начинки мы будем использовать печенье Орео. Точно так же берем
330 грамм теста и печенье. Вам понадобится 4 либо 5 круглых печенек. У меня здесь большое и маленькое, поэтому у меня получилось чуть больше. Но вы можете брать то количество, которое вам нравится. Измельчаем печенье руками и отправляем в тесто. Снова перемешиваем. Здесь я тоже буду формировать печенье руками, потому что в начинку, в серединку я буду добавлять белый шоколад. Накрываю сверху кусочком теста и формирую вот такой вот шарик. Выкладываем все на поднос и также делаем со всеми кусочками теста. Имейте в виду, что в начинку вы можете добавлять любые орехи, которые вам нравятся. Можно карамель. Кстати, карамель у нас тоже будет, об этом расскажу чуть позже. Добавляйте все, что вам нравится. Печенье получится очень вкусно. Джем, конфитюр какой-то. В общем, пофантазируйте, результат, уверена, вам понравится. Все шарики готовы. Теперь мы отправляем этот поднос в морозилку минимум на 1 час. Можно даже оставить это печенье на ночь. У меня печенье стояло в морозилке 1 час, и я сразу отправляю его выпекать. Берем противень, застилаем его пергаментом и выкладываем наши шарики на приличном расстоянии друг от друга. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Также нам понадобится соленая карамель. Рецепт этой карамели уже есть на моем YouTube-канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео, либо в верхнем правом углу вы также найдете ссылку на рецепт. Вот такое печенье получается, оно еще горячее, и пока печенье горячее, мы можем добавить в серединку любую начинку. В моем случае это соленая карамель. Сверху закрываем дырочку измельченными орехами. То есть мы как бы запечатываем отверстие, и его не будет видно. Делать это нужно обязательно, пока печенье горячее. Когда оно остынет, вы уже никакую начинку не добавите. После остывания перекладываем печенье на решетку. И следом отправляем выпекаться оставшиеся печеньки. Здесь у нас печенье Бисков и брауни. Точно так же температура 180 градусов 15 минут. И вы только посмотрите, какое красивое печенье получилось. Хотя многие говорят, что выглядит оно не очень. Но поверьте, вкус печенья просто бесподобный. Вот оно, наше печенье с карамелью. Это у нас печенье Бисков. Давайте посмотрим, что там внутри. Тут у нас была шоколадная паста. Согласитесь, выглядит безумно вкусно и аппетитно. Это печенье брауни, оно получается более плотное. Если вы хотите, чтобы оно получилось более влажное, то выпекайте его около 12 минут. А это наше печенье брауни. Давайте посмотрим. Тоже очень аппетитное. Печенье желательно есть теплым, чтобы почувствовать всю начинку, которая в нем есть. Если оно уже остыло, то просто подогрейте его в микроволновке. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!